Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики, представители знака зодиака Лев. Таро прогноз, пасьянс, события ближайшего времени. Давайте узнаем, что скоро случится или произойдет, что нам расскажут карты и, конечно, останемся реалистами. И именно на события карты пасьянса нам так вот конкретно, без философии, психологии, просто есть изображение, а вы переложите ваш вопрос, интересующий, или то, что вас сейчас беспокоит, переложите на метафору знака и подумайте, как это откликается, что вам хотят передать карты. Как дальше будут развиваться эти самые события или то дело, которое вам не дает покоя, почему нет. А после мы дополним наш расклад, конечно, колодой Таро. Как это в вашем сердце, в вашей душе может откликаться, или вот эти события, что для вас могут означать. Итак, смотрю я, смотрите и вы, мои дорогие львы, что в ближайшее время случится или произойдет. События ближайшего времени, события ближайших дней. Тут у кого как. У кого-то это, немножко в растяжку идут вопросы, быстро не решаются. У кого-то, наоборот, стремительно, да, происходит. Смотрите, сразу скажу и напомню, мы в нашем пасьянсе можем соединять карты, которые выпали по вертикали, по горизонтали, находятся в крайних рядах. И у вас совпадает кольцо, прочный союз. То есть какая-то персона, с которой у вас, может быть, договоренности, это касается работы, или пусть это будет касаться личной жизни. Но это те люди, на которых мы можем положиться. Деньги. Может быть, это как, смотрите, кольцо даже у кого-то по работе. Контракт. Возможно, вы это сейчас, как обновляете. У нас время такое, до конца года 2025 в центре наших интересов именно наше благополучие. И если прежде мы бы с чем-то согласились или в чем-то участвовали, мы не давали себе возможность как будто додумать какую-то ситуацию. Теперь основное, наверное, слово это будет качество жизни. Вот мы пытаемся все, чем мы занимаемся. Куда мы больше всего тратим времени, да, и это работа. Переложить именно в качество. Зачем нам это нужно? Свой уголок, островок безопасности отстроить. Поэтому у кого-то это договоренности или пересмотр договоров. Такое тоже может быть. Откуда к вам приходят деньги, каким образом. Хотя я должна сказать, когда деньги совпадают, это на этой в ближайшие дни какая-то сумма у вас будет. Ну, к примеру, я так могу предположить, раз уж выпали эти значения, то это, знаете, какие-то договоренности по деньгам будут соблюдены. Может быть, это касается у кого-то и недвижимости. Почему нет, правда? То есть вот перекладывайте. И здесь вы, по сути дела, остаетесь довольным. Хотя, конечно, это могут быть какие-то разговоры, может быть, у кого-то и спор по части денег. Но есть вот единомышленник, мои дорогие львы, как минимум один. Наверное, в наше сложное время это уже немного, немало, точнее, да. Нам может показаться, что да, как-то так сложновато решается вопрос. А тем не менее, у вас ведь прочная позиция. И смотрите, корабль – один из символов Меркурия и одновременно исполнение желаний. И если мы говорим один из символов Меркурия, то это перемены. Перемены, и тут нам не говорят о чем-то глобальном. Это скорее какой-то более мелкий, точечный вопрос, который вы сумеете решить. Но это ведь радость. Исполняется желание и открываются новые возможности. Может быть, эта карта еще означает, если опять же символ Меркурия, когда вам придется перестраивать себя. Вот к этому будьте готовы. Потому что именно от вот этой внутренней какой-то перестройки или когда мы нас планетарно даже транзиты, как подводят к тому, что прежний шаблон или прежний метод нашей работы или просто даже в отношениях не срабатывает. Мы хотим в качество перевести. Поэтому мы уже так вот, знаете, беспристрастно видим. Ну да, может быть, я там раньше что-то и хотела или хотел, а вот теперь это не имеет смысла. Дай-ка я тут перестроюсь. Вот это тоже может быть. И дороги, мои дорогие. Может быть много дорог, перемещений. Но вам это все как будто на пользу. Смотрите. Тут какой-то интерес есть. Вообще интерес к жизни, любопытство к жизни, когда выпадает корабль.
И посмотрите, у вас еще и якорь, уверенность. Уверенность в дне сегодняшнем, ну и в завтрашнем тоже. Давайте будем смотреть, что у вас по горизонтали и по вертикали еще совпало. С чем могут быть связаны события? Вы по какому-то вопросу тревожитесь. Вот смотрите, мы можем с вами соединить, да, вот эти две карты мечи. Это именно тревога. Это не есть что-то конкретное, а это скорее внутреннее наше состояние, когда мы до бесконечности там что-то думаем, анализируем, а получится, не получится, вот что-то вот такое. Не мучайте себя, так и хочется сказать, у вас якорь. Тут словно, может быть, и нужно где-то заикариться, не торопиться. Но и в целом это вот благополучие подводит наш пасьянс, точнее, вот последнее значение, которое выпало, к какому-то итогу. И вот пока я тут с вами болтаю, рассматриваю, что мы можем еще соединить, не вижу совпадений. Но и то, что нам выпало, очень даже перспективно. А самое главное, это что-то будет, понимаете, с большей уверенностью. Вы чему-то будете радоваться. Получится решить какие-то вопросы. Вот точно, смотрите, тут мечи совпали, тревога, а месяц неуверенность. А у вас тут выпадает как раз посередине, да, если тут мечи мы сложим, а здесь месяц. Это 1000 неопределенности. Вы можете думать, а как это будет? Может быть, просчитываете что-то на пару шагов вперед, но пока вот не видите какой-то перспективы. Нам говорят, ты не беги, лев, впереди паровоза, у тебя все получится. Решай задачи постепенно, по мере поступления у тебя все получится. Ладно, идем дальше. А сейчас мы с вами достанем первую карту, что спешит в вашу жизнь. Это из разряда неожиданностей, событий, новостей, может быть, каких-то, но с позиции то, чего вы не ждете, а оно случится. И вторую, закономерно, давайте достанем карту, а к чему это все идет или как это все обернется. Это вот зачем такое вот нам надо вообще в принципе, да? И по основным сферам жизни это любовь, личная жизнь. Давайте положу так. Сфера финансов. И ваши достижения, имеется в виду работа, планы, безусловно, у кого-то документы, соглашения, контракты и так далее. Итак, давайте, что там случится, как неожиданность, а вы не ждете. Общение с каким-то человеком. Вот смотрите, здесь, конечно, мы не давим авторитетом, потому что на равных, да, вот качели. Может быть, и есть какая-то история, которая... Может быть, вы ее хотите уже завершить, или, может быть, даже она вам надоела, но нам говорят, что явно она будет продолжаться. Это может быть, и знаете, продолжение контактов с конкретной персоной. Может быть, да, у нас тут выпадает, потому что и тревога, выпадает у нас тут и, ну, месяц. Вот смотрю, еще попутно, что тут у нас нет, совпадений нет. Ссоры как бы нет, вот я так уже решила уточнить. То есть мы можем примириться или помириться, мы можем договориться, безусловно, по этой карте. Это даже карта немножко говорит о том, что самих неожиданностей как таковых нет у вас, мои дорогие львы. Но планетарно это период у нас такой, когда вот какие-то люди могут вернуться. И здесь могут, ну, те, которых мы хорошо знали. Может быть, это из разряда ваших друзей, давних друзей, какие-то вопросы, или сам человек напишет вам, к примеру, да. И, скорее всего, это общение вы будете продолжать. Или, может быть, это вы будете укреплять те связи. А, кстати, опять же, планетарно. Будет очень важно до конца 2025 года выстраивать правильные социальные связи. Вот где-то двойка пентаклей как раз об этом. Правильные социальные связи. Полезные люди вообще-то так, да? Но это когда есть интерес с вашей стороны, а не игра в одни ворота, безусловно. И есть интерес с другой стороны, то есть сотрудничество, мои дорогие. И все равно мне хочется достать дополнительную карту. Это, давайте перемешаем. Это нам о чем? По поводу чего или какой сферы жизни? На что вам нужно обратить внимание? Тут деньги, конечно, и где-то вот, смотрите, вот по сути двойка пентаклей нам соединяет два символа – деньги и кольцо. Ну, с чем это связано?
Что это для льва? Вы на что-то как будто либо можете согласиться, или вы раздумываете, может быть, и отказаться. Аркан Отшельник– это старший аркан. И поэтому, мои дорогие львы, складывается обстановка какая-то внешняя. И вас приводит к выводу, что нет, мне сейчас именно это нужно продолжать. Но своим методом. Ведь отшельник– это карта независимого человека, независимой персоны и мудрец. Мудрец, философ, к кому все обращаются. За советом к вам, кстати, могут обращаться. Как это правильно сделать, допустим, да? Или как это у тебя так получается? Вот ты это видишь, а я вот сколько ни смотрю, ничего не вижу. Или не могу понять, как мне это решить, составить документ. Ну, по сути дела, это где-то мудрое руководство может карта, кстати, означать. И отшельник, он никому ничего особо не докладывает, что он намеревается делать. Да, мудростью он делится, безусловно. Вот у кого-то подобная ситуация, когда вам опытом своим приходится делиться, не раскрывая какие-то свои такие тайные фишки. Мои дорогие, может быть и так, потому что он скорее выслушивает, а потом анализирует и какое-то резюме выносит. А вот смотрите, тут у кого-то вот все это сочетание, как предложение карьеры, новой должности, нового качества, как бы должность новая приносит. Или пусть должность старая, но есть какие-то изменения, может быть, это общая какая-то программа вашей компании, организации, когда именно на вашей персоне, на ваших умениях будет, может быть, где-то создана как политика вашей организации, да, что они хотят получить в конечном итоге, или что они хотят создать. Тут возрастание вашей роли в каком-то труде, бы я сказала, или в каком-то деле. Для кого-то из вас может быть все же выход из одиночества. И правда, примирение может быть. Почему? Я тут вижу, конечно, кто-то из вас может контакты возобновлять, но могут и с вами люди, с которыми вы были как, ну, может быть, и на расстоянии, или был какой-то период, когда и недопонимание, и вы как разошлись, как в море корабли. Тут карта обновления праздника именно в этой колоде тройка чаш рождения нового, посмотрите. И по этому поводу праздник. И новое, это у кого-то может быть чаши, да, это какие-то радостные события в семье, почему нет? Или то, что касается вашего ближайшего окружения. Но у кого-то будет и работа. А если в семье, то тут какой-то вопрос тогда денежный, мои дорогие. Ну и мудрые решения, соответственно. Давайте, как обернется. Ну вот смотрите, это у нас про образ, я всегда говорю, медузы Горгоны. Я уже не углубляюсь в этот миф. Вы можете найти на моем сайте, я оставлю ссылки в описании под видео, чтобы прочувствовать, что это такое. Но все же пару слов. Медуза Горгона, по преданию, это была красавица, с которой хотели взаимодействовать даже боги, которой позавидовала Афина Паллада. И, по сути дела, и бог Посейдон поступил некрасиво, и девушка прекрасная надеялась на Афину, богиню-воительницу, а все произошло с точностью да наоборот. И именно она была превращена в такое чудовище, превращение произошло из-за зависти, мои дорогие, но и из-за чьих-то там, будем говорить, амбиций. Так вот, вам нельзя быть недоверчивыми, не наивными. Вот к чему все идет. Вам как будто придется менять микроскоп на бинокль, уметь увидеть и вдали, то есть на пару шагов вперед, и вблизи. Карта нам не раскрывает конкретно, но к вниманию призывает. А вот смотрите, да, двойка еще. Какое-то сотрудничество вы точно или отношения будете продолжать, какие-то контакты. Ну, может быть, мы как в единой лодке, да, находимся, или как в Ноевом ковчеге. Мы что-то не можем изменить, и нам приходится действовать, исходя из обстановки и теми инструментами, которые в наших руках, мои дорогие. И сотрудничество продолжится, контакты продолжатся, но тут как-то нужно быть осторожному. Ладно, давайте узнаем личная жизнь, перемены.
А ведь и правда у кого-то примирение или когда вы сумеете, а для этого, кстати, буквально октябрь– шикарный месяц на глубокие разговоры, откровенные беседы в такой спокойной обстановке. Если есть желание и есть отклик с противоположной стороны, примириться можно, мои дорогие львы. Но, в принципе, у вас перемены. Я лишь вам скажу, это старший аркан. Внешние события меняют вашу жизнь, качество жизни тоже. И по части личной жизни вопросы дома или вопросы взаимоотношений. Может быть, это новость, которую, опять же, вы услышите от своих близких, родственников, и вам придется или куда-то отправиться, или где-то перестроить собственную жизнь. Вот к этому будьте готовы. Потому что для вас это тоже возможности, но это неожиданные возможности, да. И для вас, как ни странно, сейчас колесо фортуны идет наверх. Мы знаем, это всегда цикличность. Колесо года, так называется, это колода. Так вот, колесо идет как будто наверх, достигает пика, а потом после пика будет спад. Но вот когда эта карта выпадает, это как раз наверх и где-то до верхней точки. Не упустить время. Может быть, вам придется быстро перестроиться на решение какого-то вопроса в ближайшее время. Оставите какую-то рутину, и буквально совершить некоторые перемещения. Вот, кстати, да. Но вам это необходимо, потому что вы можете как раз решить какой-то вопрос и остаться довольным. Хотя колесо фортуны– это часто вот решение какой-то конкретики. И я допускаю, может быть, и по работе. И тогда карта будет говорить много переездов, много работы, но это вы строите именно карьеру. Тогда колесо фортуны может просто показывать вашу загруженность именно по рабочим делам, вопросам, может быть и документам, может быть и по смене места жительства. Но это когда действительно куй железо пока горячо. Поэтому будьте готовы, мои дорогие львы, корректировать планы. Для вас это во благо. Финансы. Ну вот правда, посмотрите, ведь это не окончание. И я должна сказать, когда в моих раскладах выпадает на финансы 13-й старший аркан, и, к примеру, вы проделали какой-то большой объем работы, или вы труд как свой, да, может быть, книгу, картину, что-то вы творили, писали, создавали, креативили, а гонорар где-то загулял, задержался. Вот по этой карте мы можем получить достаточно внушительную сумму. То есть как бы это завершение. Деньги мы за проделанную работу получаем. Но, скорее всего, вам придется перестраивать свою финансовую стратегию, тактику. К этому будьте тоже готовы. Посмотрите, у вас два старших аркана. Тут мудрые решения, может быть, и по части финансов тоже неизбежны, потому что, ну, не будет так, как раньше. И это не потому, что вы хотите или не хотите. Какие-то особенности времени, особенности ситуации говорят о том, что, ну, принять то, что придется пользоваться другими методами или рассмотреть, может быть, новые формы заработка. Вот я такое допускаю. Давайте мы достанем карту еще одну. Тут большие перспективы, я сказала бы. Тройка мечей, вот у вас заканчивается какое-то разочарование, как сгусток боли. По тройке мечей, опять же, мудрость. Три мудрые птицы. Филин, ворон и сова. Восседают на каждом из мечей. И я говорю часто, это теперь уже здоровое равнодушие. Здоровое равнодушие по какой-то ситуации, каким-то проблемам. Это и тревоги, и сомнения. Вот они как будто уходят. У вас вырисовывается какая-то, ну, знаете, такая более четкая траектория. Отпускайте, нам говорят, посмотрите. Отпускай вот эти все свои разочарования. Может быть, они, если вы их держите, как будто, ну, условно говоря, это даже если мы об этом думаем или допускаем, что прежняя какая-то ситуация, которая вас, ну, где-то была близка к саморазрушению внутреннему или каким-то проблемам, она вас выбила где-то из седла, как будто, да, или, ну, добавила вам внутренних страхов, неуверенности, каких-то сомнений. Вот теперь это все завершается. Тут словно Вселенная тоже какие-то итоги подводит. Для вас будет важны все сообщения, новости, все, что вы видите, слышите, потому что именно внешние события вас, мои дорогие львы, ну, пытаются подвести к окончательному итогу, чтобы что-то вас не беспокоило. Поэтому отпускайте прошлое, потому как
Место должно быть свободно для чего-то нового. Но трансформация– 13-й аркан. И это мы не отменим. Но трансформация от чего? От разрушений. Но вы теперь, знаете, тут без какого-то сложного опыта по финансам вы бы не могли обойтись. Именно этот опыт вот этим мудрецом вас и делает. Вы точно знаете, куда вы пойдете, ну так условно говоря, а с чем даже связываться не будете. Вот сильные позиции от этого у нас и возникают, потому что, увы, печальный опыт мы имеем. Ваши достижения, мои дорогие, ну правда, по судьбе, волшебный расклад, вы посмотрите. Ваша задача даже ментально не сохранять то, что не имеет никакого смысла. Именно освободить место чему-то новому. Трансформационные процессы. И тут, правда, если мы говорим ближайшие дни тут может что-то разворачиваться. А если ближайшее время, то это чуть-чуть поотдаль, чуть-чуть впереди. Почему? Старшие арканы как минимум 3 недели проигрываются так вот в активной какой-то фазе. Но посмотрите. Да, тут может быть такой момент по вашим достижениям, что вы сами пойдете на какие-то курсы. Именно для того, чтобы либо построить карьеру, или это необходимо для карьеры, или это для заработка, как вторичный доход. Но и вы будете в роли учителя вот этого иерофанта. Я должна сказать, все ключи в ваших руках на достижение. Сделать сказку былью. Вот правда, мои дорогие, в этом вам и фортуна, и словно судьба помогает. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые львы и львицы. Я благодарю за ваши комментарии, я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.